В январе 1948 года жители города Клируотер, штат Флорида, обнаружили нечто странное. Огромные следы, напоминающие отпечатки птичьих лап, появились на песчаном берегу и уходили вглубь суши. Они были длиной около дюжины дюймов и располагались с равными промежутками, как будто существо двигалось с неестественным спокойствием. Пляжи и прибрежные улицы наполнились любопытными. Газеты наперебой публиковали сенсации, а фотографии отпечатков молниеносно разошлись по стране. Местные репортеры окрестили существо гигантским пингвином. Появились очевидцы, утверждавшие, что видели его в тумане у залива. Кто-то описывал птичью голову и массивное тело. Кто-то почти человекоподобную походку. Интерес подогревался молчанием властей, которые не смогли дать логичного объяснения происходящему. В течение нескольких недель следы появлялись снова и снова в разных частях побережья. Но стоило журналистам уехать, а толпе насытиться новостью, как история затихла. Следы больше не появлялись. Однако один вопрос остался без ответа. Если это был розыгрыш, то кто мог провернуть его с такой точностью и размахом? Иногда разгадки ближе, чем кажется. Но готовы ли мы принять их, если правда окажется прозаичнее вымысла? Гигантский пингвин, которого никто не видел. Прошло более 10 лет, прежде чем правда всплыла. В 1950-х годах трое друзей из Саратосы признались. Именно они были авторами следов. Один из них, бывший рыболов и поклонник практических шуток, создал металлические лапы весом несколько фунтов. Надев их на ноги, он оставлял следы вдоль побережья, а затем скрывался, пока другие создавали шум. Все трое считали происходящее ничем иным, как невинным развлечением. Признание не вызвало ожидаемой сенсации. Люди либо не поверили, либо просто не захотели верить. История уже обрела статус легенды. В сознании множества жителей Флориды гигантский пингвин остался загадкой, которую никто так и не раскрыл. Даже спустя десятилетия его продолжают упоминать в местных хрониках и фольклоре, как загадочное существо, однажды пришедшее с моря. Этот случай стал классическим примером того, как легко обман может принять форму правды, если он подается убедительно и вовремя. Граница между мистификацией и верой может быть тоньше, чем кажется на первый взгляд. Но что, если однажды кто-то повторит этот фокус, и мир снова поверит? Псевдоученый и его монстр. Случай с гигантским пингвином не единственный пример успешной мистификации. Гораздо более изощренную историю подарил миру немецкий биолог по имени Гарольд Штайнер. В середине 20 века он опубликовал серию научных трудов, посвященных якобы вымершему отряду млекопитающих – риноградентия. Эти существа, по его словам, населяли группу островов в Тихом океане и отличались необычной анатомией. Они передвигались, используя нос как третью ногу, хвост как рукоять, а органы обоняния как оружие. Описания были детализированы до мелочей. Размеры, повадки, способы питания. В придачу шли иллюстрации, диаграммы и даже карты местности. Все выглядело столь убедительно, что многие зоологи, не вдаваясь в детали, приняли публикации всерьез. Риноградентия даже стали темой докладов на конференциях. Некоторые учебники кратко упоминали этот отряд как загадку, которую предстоит исследовать. И лишь позже стало ясно. Острова, как и существа, никогда не существовали. Все было выдумано. Научный юмор, месть системе. Или же попытка показать, насколько слепа бывает вера в авторитет. Если даже специалисты попадаются на такие уловки, можно ли быть уверенными в любой научной сенсации? Легенда, взбудоражившая Америку. С момента появления первых следов гигантского пингвина газеты и радиостанции устроили настоящую медиаохоту. Заголовки кричали о неведомом чудовище, новом виде и даже инопланетной угрозе. Корреспонденты отправлялись на побережье, чтобы лично разыскать загадочного зверя. Репортажи строились на слухах и эмоциях. Один фермер уверял, что видел, как существо исчезает в болотах. Женщина из пригорода утверждала, что пингвин украл у нее рыбу со двора. Чем меньше было доказательств, тем шире становился резонанс. Люди рисовали наброски, писали письма в редакции, звонили на горячие линии. Даже дети выходили на пляжи с самодельными ловушками. Для общественности это было не просто развлечение, это стало событием. Так рождаются городские легенды. Они питаются эмоциями, страхами и желанием быть частью чего-то необычного. И чем больше в истории пустот, тем охотнее люди заполняют их вымыслом. Но иногда эти легенды становятся опасными, особенно если ими начинают интересоваться не только репортеры, но и ученые. Разоблачение, которое никто не заметил. Когда трое мужчин признались в создании гигантского пингвина, их история была опубликована лишь в нескольких газетах. Большинство СМИ проигнорировали признание. Публика уже устала от темы. К тому же правда была скучной. Разве можно сравнить ржавые металлические лапы с загадочным существом, вышедшим из моря? Это не то, что хочется обсуждать. Разоблачение оказалось не таким вирусным, как сама легенда. Люди предпочли оставить все как есть. В сознании общества пингвин стал частью локального фольклора, который не нуждался в подтверждении.
времени. Даже спустя десятилетия обман продолжал жить. Туристы искали то самое место, где появились следы. Местные сувениры изображали загадочное существо. Некоторые даже утверждали, что видели его вновь. В этом и заключается парадокс. Правда может быть доказана, но далеко не всегда она побеждает. Особенно если вымысел красивее. А что, если существуют и другие животные, разоблачения которых просто не услышали? Научная мистификация. Рина Градентия. В начале 50-х годов 20 века в Германии вышла научная работа, перевернувшая представление о биоразнообразии. В ней утверждалось, что существует отряд млекопитающих, ранее неизвестных науке под названием Риноградентия. Эти существа якобы обитали на изолированных островах архипелага Хи-Юа в Тихом океане и развили уникальные способы передвижения и питания с помощью носа. Некоторые виды использовали ноздри как щупальца, другие прыгали, опираясь исключительно на лицевые структуры. Все выглядело абсурдно, но подано было с такой академической точностью, что даже опытные биологи приняли работу всерьез. Автором труда был Гарольд Штайнер, биолог с докторской степенью, который якобы проводил многолетние наблюдения на островах. Его работа включала подробные иллюстрации, научные термины, морфологические схемы и даже ссылки на вымышленные публикации. Риноградентия быстро стали объектом обсуждений в научных кругах. Некоторые коллеги пытались найти острова на карте, другие анализировали таксономию существ. Позднее оказалось, что все было шуткой, пародией на научный фанатизм и слепую веру в авторитет. Но на тот момент никто не смеялся. Штайнер продемонстрировал, насколько легко обман может проникнуть даже в мир науки, если облечен в правильную форму. И все же это была не последняя попытка превратить вымысел в научный факт. Фейковые скелеты и академические труды. История Риноградентия вдохновила не только биологов, но и фальсификаторов. В течение 60-х годов в нескольких университетах Европы появлялись якобы научные статьи, ссылающиеся на острова Хиюа. Некоторые студенты биологических факультетов даже включали ссылки на Риноградентия в свои курсовые и дипломные работы. Кто-то всерьез утверждал, что видел гипсовые модели скелетов этих существ в частных коллекциях. Появлялись и фальшивые артефакты, челюсти, зубы, даже муляжи черепов. Все это якобы принадлежало существам с носовыми конечностями. Большинство таких экспонатов создавались художниками, вдохновленными трудами Штайнера. Некоторые музеи выставляли их как часть фантастической зоологии. Не как реальные образцы, но без четких объяснений. Для обычного посетителя это выглядело убедительно. Научное сообщество позднее дистанцировалось от всей этой истории, но след, оставленный мистификацией, оказался глубже, чем ожидалось. Риноградентия стали живым примером того, как легко выдумка может прижиться в академической среде. Даже спустя десятилетия многие считают эту историю настоящим научным фактом. А если бы кто-то решил довести мистификацию до конца, построить настоящие доказательства? Это не так уж сложно, особенно если публика готова верить. Монстр из Конго? Среди болот и рек бассейна. Конго с конца 19 века рассказывают о загадочном существе – Мокеле Мбембе. Местные жители описывают его как крупное животное с длинной шеей и массивным телом, напоминающим вымерших динозавров. Существо якобы обитает в труднодоступных водоемах, избегает людей и появляется крайне редко. Европейские колонизаторы и миссионеры начали собирать рассказы туземцев и в какой-то момент даже отправились на поиски. Первые экспедиции вернулись ни с чем, но слухи продолжали множиться. В 20 веке энтузиасты из Европы и США неоднократно отправлялись в Конго, надеясь найти живого динозавра. Их отчеты полны рассказов о странных криках в ночи, следах на берегу и даже мелькающих силуэтах в воде. Ни одно фото не подтверждает существование существа, ни один анализ не дал конкретного результата. Но вера оставалась. Некоторые ученые считают, что за легендой мог скрываться редкий вид носорога или гиппопотама. Другие же уверены, это культурный миф, который стал частью глобального фольклора. Но в этой истории есть кое-что необычное. Мокеле Мбембе до сих пор остается объектом экспедиций. Кто и зачем продолжает искать его – другой вопрос. Легенды против науки. Когда исследователи прибыли в Конго в середине 20 века, они столкнулись с неожиданным препятствием. Но фольклор оказался сильнее фактов. Местные жители не только верили в Мокеле Мбембе, но и отказывались обсуждать тему с теми, кто сомневался. Они утверждали, что встреча с существом – это плохая примета. Проводники отказывались вести ученых в проклятые зоны. Даже те, кто видел только следы, говорили о них как о доказательстве реального присутствия. Несмотря на это, экспедиции продолжались. В отчетах фигурировали непроверенные рассказы, схематичные наброски и устные свидетельства. Один из исследователей утверждал, что видел силуэт существа издалека и слышал низкое гортанное рычание. Но объективных доказательств не появлялось. Ни костей, ни четких снимков, ни образцов ДНК. Для научного сообщества это был тупик, но для публики
Повод для новых спекуляций. Телепередачи, книги, статьи в журналах подогревали интерес. Псевдодокументальные фильмы собирали рейтинги. Граница между наукой и легендой размывалась. И чем больше наука пыталась объяснить, тем сильнее становился фольклор. Вера в чудовище оказалась крепче любых аргументов. Битва за доказательства. С начала 2000-х годов в попытках найти Мокеле Мбембе участвуют не только энтузиасты, но и ученые. Некоторые исследовательские группы используют тепловизоры, подводные камеры, даже дроны. Их цели просты — найти доказательства. Но всякий раз они возвращаются с тем же — записями природных звуков, неясными тенями в мутной воде и рассказами местных жителей. Появляются сторонние доказательства, размазанные кадры, странные звуки, мутные силуэты. Все это обсуждается на форумах и в соцсетях. Однако каждый раз находятся рациональные объяснения. Бегемоты, крокодилы, оптические иллюзии. Научное сообщество остается скептичным. Но чем больше его сомнений, тем активнее растет движение искателей. Парадокс в том, что отсутствие доказательств только усиливает веру. Если никто не нашел, значит существо скрывается хорошо. А если скрывается, да, значит оно реально. Этот замкнутый круг делает любой аргумент бессмысленным. Именно так создаются непобедимые мифы. Особенно если правда никого уже не интересует. Йети, Бигфут и ДНК. В конце 20 века легенды о снежном человеке и Бигфуте вышли за рамки фольклора и стали частью научных исследований. В Северной Америке, Гималаях, на Урале и в глухих лесах Китая энтузиасты и ученые начали собирать доказательства. Клочья шерсти, следы, фрагменты костей. Некоторые лаборатории даже брались за ДНК-анализ. В 1996 году в США появились сообщения о волосах, якобы принадлежавших Бигфуту. Их исследовали в университетах. Результат оказался банальным — медведь. В Великобритании профессор Сайкс провел крупнейшие исследования образцов, собранных в разных странах. Волосы, скелеты, даже зубы — все было проверено. Результаты оказались предсказуемыми: козы, собаки, медведи. Ни один анализ не подтвердил существование неизвестного вида. Однако это не остановило поток доказательств. С каждым годом появлялись новые фото, новые кадры с камер ночного наблюдения. Многие такие кадры были фальсификациями, признанными позже или разоблаченными экспертами. Но даже разоблаченные случаи не снижали интерес. Интернет только усилил эффект. Теперь каждый мог поделиться своей встречей с Йети. Вера оказалась устойчивее, чем наука. Если вся эта деятельность строится на вымысле, почему же она не прекращается? Почему мы хотим верить? Человеческая психика устроена так, что порой предпочитает загадку очевидному. Неизвестное будоражит, вызывает эмоции, дарит ощущение участия в чем-то большом. Мифическое существо — это не просто зверь в лесу. Это символ неизвестного, древнего, возможно, сверхъестественного. Верить в него значит чувствовать, что мир полон чудес. Особенно в эпоху, когда технологии объяснили почти все. К тому же мифы о существах, которых никто не видел, идеально вписываются в наш культурный ландшафт. Они удобны, их можно обсуждать, спорить, искать. Они объединяют людей вокруг костра, на форумах, в научных дискуссиях. И самое главное, они дают надежду, что где-то в глуши еще осталась тайна, что не все под контролем, что мир все еще может удивить. Психологи называют это явление когнитивным уклонением в пользу чудес. Оно объясняет, почему люди часто игнорируют скучную правду в пользу увлекательной выдумки. Даже разоблаченный миф не умирает, он просто меняет форму. И пока мы хотим верить, такие истории будут жить. Мир, где мифы живут, вечно. Несмотря на десятки разоблачений, сотни экспертиз и тысячи логичных объяснений, мифы о несуществующих существах продолжают жить. Их обсуждают на конференциях, в подкастах, телешоу и научных журналах. Они вдохновляют художников, писателей и даже биологов. Некоторые создают теории, предполагающие, что эти существа существовали раньше и просто исчезли, оставив память в культуре. Истории о пингвине, риноградентия и Мокеле Мбембе напоминают нам, даже ложь может иметь огромную силу, если она подана правильно. Особенно если она касается того, что мы подсознательно хотим найти. Чудо, таинственность, выход за границы обыденного. Мифы становятся частью культуры, а иногда и частью науки. И в этом их настоящая сила. Но за всеми этими легендами скрывается важное напоминание. Не все, что звучит правдоподобно, правда. И не все, что разоблачено, исчезает. Некоторые существа, хоть и никогда не существовали, навсегда поселились в человеческом воображении. А это значит, что в каком-то смысле они и существуют, просто в другой реальности. В нашей.